Так, ну что, трансляция началась. Всем здравствуйте. С вами Роман Онегин. Сегодня у нас понедельник, 19 августа. И начинаем волновой анализ основных криптовалют. И для начала посмотрим ситуацию по биткоину. Здесь на дневном таймфрейме я предполагаю, что формируется сейчас вот такая вот коррекционная волна 4 к крупному нисходящему импульсу 3, развитие которого продолжалось в предыдущие годы. И коррекция 4, которая формируется в течение последних 1,5 лет, принимает форму двойного зигзага. Вот волна W, принявшая форму простого зигзага А, Б и С, волна связка X, и сейчас формируется начало новой нисходящей волны Y, которая также может принять форму зигзага. Но судя по структуре начальной части волны Y, я думаю, что она примет форму начального диагональника. Посмотрим на ситуацию более подробно на 8-часовом таймфрейме. То есть вот у нас завершилась волна связка X вот здесь. Посмотрим еще раз ее на дневном. То есть вот X завершилась и пошла вот такая вот нисходящая волна довольно сложной формы. Вот здесь завершилась X и вот пошла вот эта волна, которую я размечаю как начальный диагональник. Состоит у нас 5 подволн, 1, 2, 3, 4 и 5. И по всей видимости сейчас формируется волна 5 этого начального диагональника, в рамках которой происходит построение коррекции 4, после завершения которой рынок продолжит двигаться вниз к уровню предыдущего минимума, который образовала, например, вот волна 3. Поэтому в ближайшее время ожидаю завершения построения коррекции 4 и снижения в импульсе 5 к уровню 9112. Здесь вызывает некоторые опасения движение рынка стремительно на последнем участке, то есть как будто бы цена формирует не коррекцию, а какую-то, даже я бы сказал, импульсную часть. Поэтому здесь я бы хотел предупредить зрителей об альтернативном варианте, согласно которому мы можем подняться вот в эту зону, и волна 4 может завершиться правее. То есть этот вариант я бы рекомендовал учитывать в своей торговле, и пока бы я здесь каких-то коротких позиций не открывал с целью взять движение в этой пятой волне. То есть здесь лучше просто оставаться вне рынка и наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация. Потому что вниз мы можем пойти, но, как я уже сказал, здесь есть вот такой вот и восходящий сценарий. Поэтому еще бы хотел отметить здесь критический уровень. То есть если цена зайдет выше уровня 11212, то нисходящий вариант будет отменен, потому что разметка будет нарушена. Потому что, согласно правилам импульса, волна 4 должна завершаться всегда ниже окончания волны 1. То есть ниже вот этого уровня, проведенного через вот эту точку окончания волны 1. Поэтому, если рынок развернется и пойдет вниз, не дойдя до этой линии, значит, скажем так, побеждает нисходящий вариант. Если же мы увидим заход цены за эту линию, то, скорее всего, уже цена пойдет вот примерно в эту зону, куда я указал ранее. То есть примерно, вот как я думаю, к уровню где-то 12785. Теперь посмотрим по эфиру ситуацию. Формируется здесь тройной зигзаг WX, YX и Z. Сейчас происходит развитие волны Z. Волна Z примет форму зигзага по итогу, скорее всего. Но начальная часть волны Z, по всей видимости, принимает форму импульса, в рамках которого был построен вот такие вот 5 волн, 1, 2, 3, 4 и 5. Волна 5 завершилась здесь, и сейчас мы начали двигаться в восходящей коррекции 2 к уровню 267 и 6 примерно. На этом уровне величина волны 2 будет составлять 50% по линиям Фибоначчи от нисходящей импульсной волны 1. То есть вот взяли волну 1 за 100% и пошла волна 2 к этому уровню. Обычно у нас волна 2 в импульсах составляет от 50 до 76,4% по линии Фибоначчи. Но здесь, с учетом того, какой получился довольно-таки резвый и быстрый нисходящий импульс, я думаю, что двойка может быть, скажем так, стремиться больше к меньшим значениям по линиям Фибоначчи, то есть к уровню 50%. И затем, после достижения ценой этого уровня, я думаю, что пойдем вниз. Но произойдет это уже не раньше следующей недели. То есть, я думаю, всю неделю будем двигаться в восходящей коррекции. По лайткоину также формируется тройной зигзаг WX, YX и Z. И сейчас происходит формирование волны Z, которая также, начальная часть которой принимает форму импульса. Посмотрим подробнее разметку. То есть вот у нас импульс 1, 2, 3, 4, 5.
Волна 5 завершилась здесь, и здесь началось такое небольшое восходящее движение. Я думаю, что, скорее всего, это небольшое восходящее движение является началом бычьей коррекционной волны 2, которая может принять форму, ну, скорее всего, она примет форму вот такого вот простого восходящего зигзага. Сейчас его отобразим здесь схематически. То есть вот такие вот три волны, А, Б и С, я думаю, что станут частью волны 2. И рост продолжается к уровню 108. На этом уровне двойка будет составлять 50% от волны 1. По EOS у нас следующая ситуация. Формируется нисходящий тройной зигзаг WX, YX, Z. И сейчас происходит развитие волны Z. Также посмотрим подробнее ее структуру на 8-часовом таймфрейме. То есть вот она принимает форму импульса, который еще не выглядит завершенным. Скорее всего, сейчас формируется коррекция 4, принимающая форму волновой плоскости. И в ближайшее время ожидаю небольшой восходящий импульс к уровню 4,7. То есть эту зону я определил по максимуму, образованному волной А. Потому что обычно в плоскостях волны примерно равны по своей величине. А здесь, если рынок завершит свое развитие, восходящее движение на уровне 4,7, то эта плоскость будет смотреться очень хорошо и пропорционально. Затем ожидаю снижения, но это уже будет через неделю, я думаю. По Ripple формируется, опять же, тройной зигзаг в рамках коррекции B. Перечислим его подволны WX, Y, X и Z. Волна Z принимает форму простого нисходящего зигзага А, Б и С. И сейчас формируется вот волна С. На 8-часовом таймфрейме вот так вот я вижу разметку. То есть вот волна 1, состоящая из 5 подволн 1, 2, 3, 4 и 5. И сейчас формируется коррекция 2. Здесь особое внимание уделяем тому, что у нас тройка не является минимальной. То есть если мы померим волну 3 и волну 5, то мы увидим, что пятая волна будет меньше, чем третья волна, что смотрится, то есть не нарушает правила импульсов. То есть вот у нас завершилась волна 1, и сейчас формируется восходящая коррекция 2. И также здесь ожидаю рост в волне 2 к уровню 50% по линиям Фибоначчи, то есть к уровню 0,37. То есть в течение ближайшей торговой недели ожидаю здесь коррекционный подъем рынка. Всем спасибо за внимание. С вами был Роман Онегин. До встречи в следующем обзоре, который будет в следующий понедельник. И всем пока.